Привет! Это видеоинтервью об образовании в Нидерландах, где мы, студентки по обмену Камила и Лекса, делимся своим опытом обучения в этой стране. Приятного просмотра! Лекса, привет! Здравствуй. Я очень рада, что ты пришла. Представишься? Всем привет, меня зовут Лекса, мне 20 лет, и сейчас я учусь на программе обмена в Нидерландах, на программе трендвотчинг. Первый вопрос, который я хочу тебе задать, это, собственно, связано с непосредственно обучением в Нидерландах. Почему ты выбрала на семестр уехать учиться именно в Нидерландах? Изначально, когда я выбирала, в какие университеты мне поступать, у меня у нас же 3 приоритета. Приоритет номер 1 у меня была Испания, приоритет номер 2 была Португалия, и приоритет номер 3 были Нидерланды. Ого! То есть Нидерланды вообще были не в приоритете, потому что я очень хотела учить испанский. Так получилось, что мне сказали, что в Испанию лучше не ехать, потому что там была какая-то история. И так как в Нидерланды вероятность попасть там 8 человек, и так как это мой второй Erasmus, то у меня было меньше шанса попасть. Поэтому я поменяла Нидерланды номер 1. Но почему в целом Нидерланды были в моем листе? Потому что когда я училась на программе обмена на Кипре, я прилетала сюда на 5 дней к моему другу Илье, потому что я думала, что потенциально я могу здесь учиться, и плюс я хотела увидеть своего друга. Поэтому я прилетала, и я уже видела этот университет. За эти 5 дней я познакомилась уже с преподавателями здесь, я посмотрела Тилбург, я посмотрела... Короче, я все посмотрела. Мне очень понравился университет. Первое мое впечатление от университета, когда я сюда пришла, еще пока я здесь не училась, это было, что это место, в которое хочется приходить учиться, потому что оно настолько невероятное, что просто вау. То есть, и единственное, почему Нидерланды были третьи в списке, потому что мне не нравилась погода. Потому что, когда я приехала, здесь было пасмурно, ветрено, и мне Илья говорил о том, что здесь у ребят уже начинается депрессия, Да. и все в таком духе, и я думала, И я собиралась в Испанию, потому что я хотела выучить испанский. Но так получилось, что Нидерланды. А вот ты говорила, что ты приезжала сюда уже на 5 дней, уже знакомилась с университетом. Что тебя непосредственно в университете привлекло, либо что тебе о университете и о программе говорил тебе твой друг, что тебя потенциально привлекло внимание, ты как-то себе где-то на уме поставила галочку, потому что интересно было бы здесь поучиться. Какое было первое впечатление, которое заставило тебя вернуться? Во-первых, это можно посмотреть в моем видео на Ютубе про Нидерланды. Ссылочку оставим в описании. Когда я сюда зашла и увидела само это здание, то есть в целом атмосфера, потому что для меня очень важна атмосфера, где я буду учиться. Во-вторых, мне понравилось, что здесь есть кафе. Камон, это очень-очень-очень важный пункт. Мы готовились к International Dinner, мы вместе готовили драники, мы вместе готовили блины, и то есть мне это так понравилось, что здесь какие-то есть интерактивы на сплочение, на сближение, и в целом я познакомилась с ребятами с программы, когда Илья учился, чтобы ты понимала, мы с ним познакомились, и когда я была в Японии, я виделась с девочкой, с которой я здесь познакомилась за 5 дней. Ого. Да, мы с ней вместе в Токио там несколько раз виделись и ходили куда-то. То есть я уже увидела, что здесь из Австралии люди, из Японии люди, из Казахстана люди, и вообще, со всего мира люди, и этот факт какой-то международности меня очень привлек. При поступлении у нас был выбор поступать на 2 программы. Первая — это была трансмедиа дизайн, вторая — это трендвотчинг, и получается, я учусь на трансмедиа, а ты выбрала трендвотчинг. Расскажи, как тебе эта программа в целом, почему ты выбрала ее? Во-первых, я не знала ни что такое трансмедиа, ни что такое трендвотчинг, и я в прошлый раз, когда приезжала, Илья, получается, он учился на трансмедиа, но не могу сказать, что я была в восторге от того, как он мне это описывал. Чтобы тебе что-то понравилась программа какая-то, нужно, чтобы человек тебе какой-то, знаешь, прям рассказал, как на ней круто было. Да, зарекомендовал. Да, и вроде бы было круто. Когда я читала описание трансмедиа, трендвотчинга, мне понравилось описание трендвотчинга, но дело в том, что никто из вас туда не шел, и мне было страшно, что я иду одна. То есть, непонятно, чего ожидать. Непонятно, чего ожидать, да. И в прошлом году эта программа была устроена немного по-другому. Я спрашивала девочку, которая училась на трендвотчинге, и она там очень много чего делала, и что не было предметов практически на английском, что все было на голландском. Но это зависит от, в принципе, мне кажется, людей, которые на этом майнере находятся, потому что наверное. Я знаю историю о том, что девочки же продляют, Маша и Лиза, они продляют обмен, и хотели сделать трендвотчинг на голландском, но из-за того, что они интернациональные студенты, сказали,
сказали, что все, сори, будет на английском. Очень было сложно выбрать, потому что, с одной стороны, вы, но трансмедиа, которая мне не так по описанию цепляет, с другой стороны, трендвотчинг, который мне нравится по описанию, но который, отзывы, как бы и вас нет. По итогу я решила все же трендвотчинг, потому что, описание просто само мне больше понравилось, и я вообще не жалею. А расскажи, что делают трендвотчеры вкратце? Наблюдаем, какие проблемы и потребности есть у людей, как бы ищем на просторах интернета, общаемся с людьми на разных выставках, экспо, то есть мы видим, что люди создают, потому что когда люди что-то создают, значит, есть какая-то потребность, значит, есть какая-то проблема, значит, как что-то вот у людей вот случается, какой-то вот что-то у них есть. И мы как бы условно ловим этот тренд, смотрим, что у людей происходит, какие потребности, какие нужды, и с этими знаниями мы можем идти, например, в какую-то компанию и предлагать какие-то инновации. Или компании могут к нам приходить и такие: блин, а расскажите, какие потребности и нужды сейчас есть у людей, и мы условно это собираем, мы все это коллекционируем, сигналы, как мы это называем, и там предлагаем это компании. Или еще вот, например, направление, которое мы делали в конце, исходя из того, что происходит сейчас в мире, мы условно предсказываем, что будет в будущем. То есть как бы делаем сценарии будущего, как может выглядеть там 2050-й, 60-й, тоже там для разных компаний или для мира, или для Европы, или для чего угодно. То есть это очень такая обширная штука, но это очень важная вещь, потому что компании, которые первые внедряют какие-то новые тренды, они обычно выстреливают и становятся самыми классными, нежели чем те, которые придерживаются каких-то старых принципов. Не знаю, понятно или нет. Супер, очень понятно, очень интересно, ты меня даже прогрела. Ну и вот, почему мне нравится эта программа, потому что я такой человек, я очень люблю путешествовать, я очень люблю общаться с людьми, я очень люблю ходить на выставки, а когда ты тренд-вотчер, нету какого-то строгого принципа, как именно ты должен собирать сигналы. И нет определенной сферы деятельности. И нет определенной сферы деятельности, ты можешь делать, что хочешь. Но, в общем, с моим образом жизни эта работа идеально подходит. И поэтому я серьезно думаю о том, что, а может быть, все же, знаешь, можно этим в будущем заняться. Хотя до этого у меня вообще не было понимания, что я могу делать что-то, кроме моделинга. Супер, это очень круто слышать, и я рада вообще за твой вот этот прогресс, что вот один всего лишь как-то курс помог вот выстрелить какому-то видению, это очень круто, очень ценно. А расскажи про именно сам процесс обучения на майнере, то есть какие фишки, может быть, тебе понравились, в чем именно особенность обучения в сравнении с Литвой, что тебе понравилось, не понравилось? Я тебе скажу моменты, которые меня очень удивили. Давай, да. У нас на программе есть курс тренд ДНК тренда. И этот предмет о нас. То есть на этом предмете он у нас длился, наверное, месяца 2, если не 3. Были два или три даже разных учителя. Сейчас объясню, почему. В общем, ДНК тренда — это предмет, где мы узнаем себя, где мы, например, там, пишем о том, что нам нравится, сколько нам лет, какой мы религии, какую музыку мы слушаем, где мы общаемся с другими людьми, и они дают нам какую-то обратную связь, типа, какая от нас энергия, какого мы там цвета, что они про нас думают, типа, чтобы, знаешь, мы не только сами, не только сами о себе какое-то видение делали, а еще со стороны, как люди нас видят, где мы делали сказки о себе, коллажи о себе, аппликации о себе, и вот все вот в этом духе. Ну и мне кажется, это, знаешь, настолько необычно, когда ты не просто подстраиваешься под какую-то систему, а когда ты из себя эту систему новую создаешь. Да, и то есть именно вот в нашем майнере это очень важно, именно понять, в чем твоя сила. И у нас были разные учителя, потому что у них разные видения и подходы. Вот. То есть это вообще где такое видано. Звучит супер интересно. Мне кажется, это масс не только вот для трендвотчеров, в принципе, вот для человека, который выпускается со школы, вообще понятия не имеет о себе как о человеке, о личности. Да. У нас был прикольный момент, надо было сделать аппликацию, и нам принесли одинаковое количество, то есть, у всех один и тот же набор предметов. У меня первая мысль, которая пришла в голову, сделать цветок из шариков.
Я такая думаю, как вообще у кого-то другого может быть какая-то другая мысль? У вас лежат шарики, у вас есть стаканы, там листья зеленые, ну не листья, а бумага зеленая. Конечно, берите все, делайте цветы. А ты смотришь, что делают другие люди, и ты понимаешь, что насколько вы все разные. То есть, ну, я одна сделала такой цветок, никто другой больше такой цветок не делал. Кто-то делал кораблики, кто-то делал еще что-то. И ну, это так интересно, что у вас одинаковый набор предметов, а все делают вообще все полностью разное, это тоже, знаешь, что-то меняет в тебе. Касаемо преподавателя, мне очень... У нас первый препод, вообще для меня это было что-то такое просто во время пары. Он в один момент берет миску салата своего, который он приготовил, и у нас как бы идет пара, и он берет и ест свою миску салата, потому что, ну, просто вот голодный, да, то есть все. И я просто такая, чего? И вот что еще, кстати, по поводу системы вот здесь образования, что все могут есть, когда хотят. То есть вообще, ну, ты можешь купить кофе и еду и пойти на пару во время пары прям есть, и тебя никто за это не осудит. Даже когда рядом с тобой преподаватель сидит и дает тебе обратную связь, и ты будешь есть свой врап с лососем, который воняет, да, это абсолютно нормально. И это настолько, как бы, знаешь, делает тебя свободнее. Вот, еще очень классно, что нету такого, что фидбэк дается лично. То есть нету такого, что вам всеобще говорят оценку, или ты можешь видеть оценки всех. Нет, ты видишь только свою оценку, и ты можешь попросить преподавателя дать тебе фидбэк, и преподаватели всегда на связи. И что нету такого разделения на любимчики, нелюбимчики. Да, однозначно. То есть все ко всем относятся одинаково. И ты с преподавателями можешь разговаривать на любые темы абсолютно, и тебя никто не осудит. Да, вы на равных просто. Да, они такие же люди, абсолютно. Понятное дело, что есть авторитет в том плане, что ты многому у них учишься, но в том плане, что ты там боишься к нему подойти, что-то спросить, да, на какую-то посредственную тему поболтать, такого вообще нет, и мне очень это нравится, что вы абсолютно равные между собой люди, просто с интересом друг к другу, это все можно обсудить. И классно, что, ну, у нас, не знаю, как у вас, но у нас очень много людей пропускали. У нас, Да, у типа, нас тоже. очень много не ходили на пары. Потому что это никак тут не регламентируется. Да, то есть и как бы и преподам, ну, не пришли, нету такого, что к тебе потом будут предвзято относиться, что типа ты не пришел на мою пару, и поэтому я буду там что-то не так делать. Да, относиться к тебе Вот, по-другому. то есть абсолютно нормально, абсолютно адекватно и как-то по-взрослому. Еще классная особенность обучения в Нидерландах, что мне очень понравилось, по крайней мере, на нашей программе у нас очень много было филд-трипов, типа экскурсий на различные мероприятия, у нас были поездки на различные выставки, конференции, связанные вот что с нашей специальностью, что с медиа в целом, чтобы отслеживать как раз какие-то тренды, какие-то передовые там технологии и так далее. У нас была поездка на хакатон, и все это как бы поощряется, я бы так сказала, и все это оплачивается, и все, наоборот, как бы рады твоему развитию. Какие, может, интересные поездки были у вас? От чего ты осталась под впечатлением? У нас были выезды, тоже интересные. Самый первый выезд у нас был в Эйндховен. Мы ездили на выставку. Вот, была фотовыставка, и мы просто вот ездили и смотрели выставку. А почему мы это... это была пара, у нас была пара, где мы развивали визуальную насмотренность. Да, насмотренность. Вторая поездка у нас была в Роттердам. Мы ходили в 2 музея, да, и это нам все оплачивалось. И тоже нам преподавательница оплачивала еду, напитки, да. Вот, и поездка нам, ну, типа, транспорт нам оплачивался тоже. Вот, это тоже было классно именно вот в музее, потому что, ну, как бы мы собираем сигналы, и мы ходим, смотрим, что происходит. То есть очень много про трендвотчинг — это твоя насмотренность. Как ты умеешь вообще смотреть за миром и все в таком духе, поэтому, да, это очень классно, что мы ездили в галерее, вот, и я после программы, конечно, я обожаю галереи очень сильно, очень люблю. Последний филд-трип, который мне очень понравился, вот мы с тобой про это говорили, мы ездили в Амстердам, тоже нам оплачивали туда-обратно, и мы ходили в 2 компании трендвотчинговые. В этой компании работала девочка, выпускница Фонтиса, вот, и она уже устроилась, типа, в эту компанию работать, и она нам рассказывала про то, как у них там что все устроено, и, получается, мы могли посмотреть, как они работают изнутри, и задать любые интересующие нас вопросы, с кем они работают, как они работают, сколько лет они работают, Очень круто. чем конкретно они занимаются, то есть ты уже идешь,
физически в компанию и смотришь, типа, вообще, хочешь ли ты этого, не хочешь ли ты этого, как они работают. Какие подводные камни есть, что Да. нравится, не нравится. Ну, как да. бы, насколько возможно взять какую-то информацию, задать какие-то Мгм. вопросы, ты вот это делаешь. И потом мы пошли в какую-то большую компанию, где надо было прям паспорт, нам пропуски давали, и тоже нам подготовили целую презентацию про то, что они там делают, как они там делают. И вот наш преподаватель, он для них делал сценарий будущего, то есть как будет выглядеть эта компания там в 2060-м каком-нибудь. Вот, поэтому нам все это рассказывали, показывали. Ну, это в любом случае очень круто, когда у тебя есть возможность соприкоснуться с твоей, возможно, будущей профессией. Да, это очень круто. Вот у вас, кстати, поездки такие более практически направлены, то есть Да. вы, по сути, от них что-то берете, уже, собственно, либо внедряете, либо что-то Да. вот на ум откладывается. А я помню, ты мне еще рассказывал про какую-то поездку в Эйндховен тоже, что ли, по-моему, Immersive Tech Week, нет? Дождь дизайн Week был. Да. Но дождь дизайн... да, у нас тоже... Ну, это было по желанию. Ну, я, конечно же, воспользовалась этой возможностью. Нас вместе с студентами, которые уже работают и которые еще учатся здесь на программе Trendwatching, позвали сходить с ними на Dodge Design Week. Это вот как раз-таки выставка про будущее, там и дизайнеры выставляются, и там разные темы: здоровье, культура, архитектура, что угодно. То есть это прям огромное мероприятие на неделю или 10 дней. Вот, где ты куча разных зон ходишь, смотришь, и нам вот предложили пойти именно с ребятами, которые собирают сигналы, которые работают уже в этой сфере, пойти с ними, посмотреть, как они это делают. Супер, это очень интересно. Да, это очень полезно, потому что там была вот одна девочка, которая, я так удивилась, она ходила со всеми, с каждым артистом, кто выставлял вот свою работу, спрашивала, почему. То есть она со всеми артистами поговорила. Мгм. И это так не... потому что если бы я сама по себе пришла на выставку, я бы такая, посмотрела и ушла бы. Мгм. А здесь она вот не боялась и ходила, смотрела, и фотографировала, и собирала, получается, в свой архив сигналов и того, что она узнала. И это прям... ты смотришь, как человек работает. Мгм. Вот. Ты можешь спросить, а что они потом с этим делают, как они на этом деньги зарабатывают и все остальное. Супер, Вот. очень круто. Да, очень-очень полезная штука. У нас тоже было много всяких филд-трипов, они тоже были интересны, но я бы не сказала, что они связаны с трансмедиа, потому что первая это была конференция InMotion, мы ездили в Роттердам, и там в целом были представлены как бы разные... Это была конференция, и там были представлены разные артисты, и они просто показывали как бы, чем они занимаются, кто-то просил финансирования, кто-то просто рассказывал прям о каких-то сложностях как творческого человека. То есть на самом деле темы были абсолютно разные, просто было интересно посмотреть, во-первых, да, на передовые технологии, потому что там были ребята, которые снимали там клипы для Nike рекламу, клипы для Рианы и так далее, то есть очень такие передовые классные ребята, но как бы с трансмедиа я бы не сказала, что что-то было связано, однако сама конференция была очень полезна, вот как для медийщика, то есть ты много чего подчерпывал оттуда, много чего интересного улавливал, какие-то инсайты для себя ловил, и в целом как бы конференция классная, полезная была. Следующая, получается, поездка была в Эйндховен на Glow, это фестиваль света. Вот, тоже вы от университета на Glow ездили? Да. Было интересно посмотреть, потому что там в том числе были представлены студенческие работы, в том числе с Фонтиса, и, по сути, ребята там презентовали свои проекты, которые они тоже делали вот, типа, за первый период, там, буквально за месяц-полтора, и там такие впечатляющие работы, я бы сказала. Дальше у нас был хакатон, тоже вообще, как бы, поездка... Вообще. Но это совершенно не связано, как бы, с нашей деятельностью в целом, то есть там можно в любом было... случае круто, что такая возможность. Это однозначно. Я бы ни за что в жизни как бы не нашла бы, наверное, сама здесь в Нидерландах, и я не думаю, что мне просто бы так можно было бы принять участие, но наша преподавательница договорилась с организаторами и сказала, типа, вот, мои студенты тоже хотят поучаствовать, все дела. И там, чтобы зарегистрироваться, тебе нужно было выбрать роль, которую бы ты хотел получить, собственно, в команде. Получается, была роль там разработчика, девелопера, там 3D-артиста, сторителлера, креативного продюсера. Вот. Ну и в целом, как бы нам, да, больше связано с нашей какой-то деятельностью, это либо сторителлер, либо креативный продюсер, либо у нас там кто-то на дизайн пошел. Вот. И мы, получается, в течение 2 дней создавали проекты, они такие в целом, я бы сказала, социальной направленности все были. Вот. Очень интересный экспириенс, взаимодействие там тоже с новыми людьми, с командами, плюс
принципе, такой режим hardwork, когда вы за 2 дня просто создаете какой-то проект, который Да. вы презентуете потом На через... важную тему. Да, да, социальную. да, на социальную тему, и когда что-то уже, правда, практическое есть, это уже какая-то конкретная идея, которую просто, по сути, бери и развивай. Получается, всего было 20 команд, 6 Да. из которых вышли в финал, и Да. вот, получается, 2 команды из наших ребят, в которых они состояли, получается, стали Да. призерами. Лизина команда, там, Лиза, Пар и Алекс, наши ребята Да. были. Они вообще выиграли весь хакатон, они получили на команду 500 евро, и Да. каждому еще по сету VR-очков. Реально? Да, да, да. Офигеть. Так что, да, наша команда, я она выбрала... завидую. Наша команда выиграла в номинации «Лучший иммерсивный экспириенс», Да. и как бы нам тоже дали приз 500 евро на команду. Да, Вот, ну, поэтому в извини целом... меня, мы еще, кстати, в Эфтелинг ездили. Точно, Бесплатно. точно. Это не то, что нам спонсировал именно майнер наш, но Да, это... но все равно возможность возможность от от университета. университета. Это тоже незабываемая поездка Да. была. Мне очень понравилось в целом, насколько насыщенное наше тут обучение было, что вот эти поездки, что различные мероприятия в самом университете, что внутри майнера, мне кажется, очень много какой-то движухи было, что Но тебе нетипично. хватило мероприятий в университете? В университете? Ну, мне кажется, достаточно было всего. Я и ходила там, и фильм смотрела, ну, вот на караоке не попала, я очень хотела. Потом была же интернациональная неделя, где там и бачата мы тоже танцевали, и вот университет наш представляли, и про другие узнавали, и что мы там еще делали? Едой тоже обменивались. Много движухи было. Мне кажется, в целом просто я не на все ходила, потому что какие-то недели были очень заняты учебой, я просто ей приоритет уделяла, но я постоянно вижу какие-то постеры тут по университету, что типа вот приходите, у нас там такое-то мероприятие. Я видела, я не попала, потому что у нас опять же таки была высокая загруженность по учебе, но были всякие там йога-классы, потом конкретно какие-то коворкинги устраивали с какой-то там лекцией о том, как продуктивнее там учиться и так далее. То есть вот чем они занимаются, это студенческая организация, по сути, в университете, они очень много движухи делают. Давай еще кратенько затронем тему именно самого процесса обучения и в чем особенности его, то есть как твой процесс обучения здесь отличается от процесса, вот, допустим, в Беларуси, либо же вот в Литве. Что тебе показалось интересным или просто другим? Мне есть чем сравнить. Наверное, самый, знаешь, яркий опыт обучения для меня был на Кипре. На Кипре для меня вообще это было что-то сверхъестественное. Да, ты только получил какую-то информацию, ты сразу пошел в студию, снимаешь, показываешь, работаешь там в фотошопе и все остальное. То есть или про фотошоп, у нас тоже была пара фотошопа, мы послушали час теории какой-нибудь, нам рассказали, как это делать, потом задание, и ты это делаешь. И то есть для меня это было так удивительно, что у нас то есть сразу и теория, и практика. И для меня это было вау, я считаю, что это просто прекрасно. Как было конкретно на моей программе, у нас были разные пары, у нас были теоретические пары, где чисто теория, у нас были практические пары, где вот Trans-DNA, да, где мы про себя там делаем какие-то задания, про визуал, вот эта визуальная пара, где мы тоже постоянно там либо фотографируем, либо составляем какие-то, делаем постеры, короче, вот практика, и пары фидбэка. Прям отдельные пары были для этого? Да, то есть у нас, как бы, ну, на них обычно никто не приходил, вот, но... А зря. Да, зря. Вот, либо групповые, то есть конкретно пара, как она называется? Как она называется? Show and grow? Не show and grow. Воркшоп. У нас вот пара типа воркшопа, и это пара, где вы либо работаете командой, либо получаете обратную связь от преподавателя. Вот. Ну, иногда было смешано, что там час теории, час практики. Ну, по сути, у вас тоже то, что вы изучали в теории, потом, собственно, в своих проектах вы тоже это внедряли в практику. Да, мы все, что мы изучали, мы все внедряли. То есть это было обязательно. То есть все, что мы изучили, мы все внедрили. Но за счет того, что у нас такая информация, она это не как вот фото-видео, знаешь, ты там выучил, как работать со светом, пошел работать со светом, как с тенями пошел работать с тенями, со звуком. Это больше такое, знаешь, информация. Она вроде бы одна и та же, но каждый раз что-то новое добавляется на протяжении всего времени. И поэтому сложно прям выделить, знаешь, что ты в один день изучил одно и применил, в другой день другое применил. То есть это 1000 раз ты повторяешь,
и 1000 раз применяешь. Просто каждый раз что-то новое добавляется. Ой, очень круто. В целом у нас плюс-минус похожая система, и мне тоже очень нравилось, что то, что мы изучаем сразу на лекциях, мы сразу внедряем как бы вот в практику непосредственно в наши проекты, и тоже здорово, что у нас просто еще особенность в том, что преподаватели все разной направленности, то есть, по сути, они все шарят за трансмедиа, но у всех как бы разная сфера интересов, то есть кто-то специализировался конкретно на VR, кто-то на искусственном интеллекте, кто-то знаком очень хорошо со всеми приложениями Adobe, то есть там и Character Animator, и Photoshop, и иллюстратор и так далее. Кто-то очень... у нас вот препод конкретно был по сторителлингу и по филммейкингу, то есть у всех разная перспектива, и у всех как бы, соответственно, фидбэк разный от твоей работы. Это тоже очень, с одной стороны, поначалу мешало, потому что как бы, как у вас нет методички, по которой вы там одинаково все отвечаете, что типа, это хорошо, это плохо. Но с другой стороны, это очень как бы расширяет видение, и очень помогает, на самом деле. Мне это очень понравилось. Плюс мне очень понравилось, что у нас непосредственно наш финальный проект групповой, нам выделяли бюджет, то есть реальные деньги, за которые мы там могли что-то купить, то есть это, понятное дело, там не обеды и так далее, но что-то необходимое для проекта, то есть где-то это там фоны какие-то, где-то это накладки там на камеры, еще что-то, то есть, ну, и бюджет вполне себе такой достойный, то есть, по-моему, 150 евро у нас на проект был, и, вообще супер. собственно, мы сами там покупали хостинг веб-сайтов, то есть вот эти все подписки и так далее. Ну, это очень круто. Это очень круто, потому что, то есть я не шарю за веб-сайты, как это там все устроено, но, собственно, благодаря тому, что ты на реальном примере учишься, а не на каком-то тренажере, ты вот сразу, собственно, это все изучаешь и не теряешь как бы свои деньги, если так можно сказать. Ну, кстати, вот то, что ты сказала про преподавателей, у нас тоже все были разные, то есть кто-то конкретно визуал, кто-то конкретно будущий сценарий, кто-то конкретно, типа, собирание сигналов, и то есть ты от каждого получаешь что-то разное. Мне тоже сразу было в голове, типа, почему вы не знаете ответов, например, на одни вопросы, другие, типа, ну, вы что, не работаете, ну, почему вы этого не знаете? Вот, и это очень интересная штука, что ты подметила. Блин, вот ты рассказываешь, я сейчас такая думаю, блин, надо было трансмедиа. Нет, а я слушаю, такая думаю, ой, как трудно будет, может поехать в следующий раз. Очень классно в начале, вот с самого начала, то есть у нас только началась программа, и к нам пришли две реальные компании, и для этих двух реальных компаний, которые работают в Нидерландах, мы делали реальный, типа, тренд-репорт. По сути, у вас реальные клиенты были? У нас были реальные клиенты. Тоже офигенно. У нас были реальные клиенты, для которых мы работали. То есть мы реально делали что-то для своего CV. Это очень круто. Да, это, я считаю, вообще очень круто, очень-очень-очень круто. Мне кажется, это было очень полезно. Давай зафиналим, собственно, последним вопросом. Что бы ты дала, какой бы ты совет дала будущим студентам, которые планируют учиться вот в Нидерландах? Какой твой личный совет, рекомендация будет? Я считаю, что очень важно быть активным и задавать кучу вопросов и не бояться спрашивать, потому что здесь тебя никто не осудит. Может быть, попадутся такие люди, но я думаю, очень вряд ли, потому что здесь все настолько как-то открыты, здесь нету каких-то предвзятостей к людям, здесь все равны, и вот очень можно круто здесь провести время, если задавать много вопросов и искать какие-то возможности. Вот то, что я говорила, что, например, наши преподаватели там предлагали стажировки, или мне там другая преподавательница, я сказала, что я модель, мне помогли найти агентство. Вот, то есть очень много возможностей, если ты реально задаешь вопросы, не боишься показаться глупым или каким-то не таким, потому что это идет только тебе в плюс и в твое развитие. Да, интерес тут однозначно поощряется, и как-то вы упускаете много возможностей, если этой возможностью не воспользуетесь. Не надо бояться, что тебя кто-то осудит за то, что ты слишком активный или много интересуешься чем-то. Это круто. Да. Что с твоей стороны? Я бы сказала, по крайней мере, то, чему я научилась, то, что для меня было первое время необычным, это большое количество командной работы. И поначалу я очень сильно этому удивилась, и для меня это было первое время даже некомфортно, потому что я привыкла работать самостоятельно, и мне поначалу сложно было как-то активно проявлять свою точку зрения, свою позицию, рассказывать о своих идеях, потому что мне казалось, что как бы то, что нравится мне, однозначно не может понравиться другим. Как ты говорила про то, что если я тут вижу цветок из этих журналов, как бы вы все его видите, так вот у меня было противоположное, наверное, ощущение, что типа мои идеи как будто бы недостойны того, чтобы их принять. Ну да, потому что мы привыкли к тому, что
Какое-то осуждение со да, стороны что ж- вечное. Блин, да, это... Да, Вот. что И нас меня- всегда осудят. Да, меня вот это вскрылось тут, и как Мгм. бы, я же говорю, поначалу было очень-очень сложно коммуницировать в команде, и для меня это полнейший челлендж был, потому что у нас даже перед тем, как официальная учеба началась, у нас было такое, типа, больше командная Мгм. работа на сближение, чтобы познакомиться с ребятами, и в целом узнать, что такое трансмедиа на практике. И я прям столкнулась с каким-то полнейшим сопротивлением, и я даже планировала, такая, думаю, все, нет, я не буду работать в команде с этим заданием, по крайней мере. Я там уже буквально просила, Мгм. чтобы делать эту работу самостоятельно, вот, но я рада, что как бы все получилось, и я как-то шагнула в этот страх с закрытыми глазами и просто буквально решилась и делала все для того, чтобы как бы стать, по крайней мере, частью этой команды, и потом как бы вот в следующем задании уже поняла, насколько как бы, во-первых, это большая проблема моя на самом деле, но Мгм. насколько все-таки было важно ее решить, и я рада, что, собственно, Нидерланды этой возможности поспособствовали, поэтому вот мой главный как бы совет — это быть, да, активным, быть вовлеченным участником команды и не бояться вот какого-то осуждения, потому что его здесь не существует. Можешь ли ты сказать, что ты стала как бы другим человеком, пожив здесь, в Нидерландах, и если бы, побывав здесь, тебе сказали, хотела бы ты это повторить, повторила бы ты это? Вот, в общем, как бы суммируй свой опыт здесь учебы и насколько ты изменилась или не изменилась, насколько тебе вообще этот опыт был важен в жизни. Мне кажется, это один вот из самых ценнейших моих вообще каких-то опытов в жизни. Это вот период вот этого полгода научил меня гораздо большему, чему я, допустим, училась вот год в Литве, допустим, либо же там в школе. То есть это взращивающий опыт, который на самом деле был какими-то моментами тяжелый, потому что вот пришлось смотреть в какие-то свои страхи, которые я, допустим, раньше не догадывалась, но при этом это настолько все было в каком-то комфортном темпе, комфортном сараундинге, то есть были поддерживающие люди, было приятное обучение, то есть здесь как бы я закрыла все свои цели, которые я ставила, грубо говоря, здесь на обучение. Вот, и я очень этому Например? довольна. То есть мне было интересно в целом попробовать какой-то другой подход к обучению, посмотреть, как, допустим, европейцы вот собственно, учатся, грубо Да. говоря. Я знала, что тут, типа, супер практично направленное обучение, и что, как бы, нету такой грани, о том, что вот есть преподаватель, он авторитет, и ты, как бы, ученик, который, собственно, должен ему соответствовать его каким-то представлениям и идеям. Но тут просто у преподавателя цель как раз-таки, чтобы ты вот о себе узнал как можно больше, чтобы ты вот взрастил себя там как личность, как профессионал. Это очень круто, что они не накладывают на тебя и на твое видение никакие стигмы, никакие стереотипы. Это очень освобождает, и вот этот опыт как бы тоже меня научил как-то свободнее смотреть, в том числе вот на все, что я делаю, на что делают другие, с такими больше открытыми глазами, без вот какой-то капли доли осуждения, потому что по мне это на самом деле какое-то время прослеживалось. Вот. Повторила бы ты это? Однозначно, 1000 раз, и как бы если не сложатся какие-то мои определенные планы, которые я ставлю по возвращению из Литвы, то я однозначно подамся еще раз на обмен и, возможно, даже сюда, потому что на трендвотчинг, почему бы нет, мне очень интересно попробовать и снова окунуться, потому что даже если как бы за эти полгода мало того, что большой скачок вот в образовании и опыте случился, еще очень много как бы других классных мероприятий, путешествий, то есть у меня тоже за жизнь в Литве не такая насыщенная жизнь была. Я готова сюда вернуться исключительно, чтобы получить вот еще какой-то опыт обучения здесь вот на другой специальности. Вот, поэтому я бы с удовольствием сюда вернулась. Я осталась очень круто. в большом восторге. Я даже не ожидала, что будет настолько круто, и что я настолько вот влюблюсь, что в программу, что в страну, что в целом вот это ощущение дома здесь какого-то. Все прошло очень-очень круто и гораздо круче, чем я ожидала. Да. А у тебя? Мне очень-очень-очень-очень понравилось вообще все. И, опять же, все путешествия, знаешь, когда ты знаешь, что у тебя время ограничено, когда у тебя есть только 5 месяцев, и потом ты уезжаешь, ты берешь все вообще по максимуму. Однозначно. И сколько тут всего произошло, сколько людей я встретила, и страна. Это вот реально, я очень много путешествую, ты знаешь, живу в разных странах и всего остального, и, наверное, вот Нидерланды каждый раз, когда я возвращалась там из Франции, из Польши, из Сербии, я возвращаюсь и такая: дом. Это реально вот, наверное, первый раз, когда я куда-то приезжаю, я чувствую где-то еще, что мне комфортно, мне безопасно, мне хорошо и мне нравится. Вот. И я безумно благодарна этому опыту. Я встретила очень много хороших людей. Я узнала про трендвотчинг,
посмотрела, как живут европейцы. Мы обсуждали в Эфтелинг, что, типа, люди, блин, улыбаются. Да, они живут жизнь, они живут счастливы. жизнь, счастливы, да, и это вообще, это, ну, настолько... Я не буду прежним человеком по-любому, то есть 100%. уже вот просто вот эти 5 месяцев — это жизнь до и жизнь после. Однозначно, я полностью с тобой согласна. Вот, поэтому это 100% очень классный опыт. Да, и да. Я очень счастлива, что здесь побывала. и Я тоже. Ты правильно сказала про то, что опыт разделился на до и после. Мы Да. уже не те люди, которыми были до приезда сюда, и мне кажется, Да. это очень круто. Всё? Супер, спасибо Да, тебе большое, это спасибо был очень тебе. классный диалог, очень Да. много полезного, интересного, и такой прям очень согревающий выпуск получился. Очень приятно порефлексировать. Да, особенно под конец уже учебного Да, семестра. последняя неделя. Вот. Теперь с улыбкой только будем вспоминать о предыдущем опыте и расти дальше. Все, Всё. финалимся. Всем спасибо, что послушали этот замечательный подкаст. Если он когда-то выйдет на какие-то площадки, подписывайтесь, пишите комментарии. Да, Да, спасибо тебе большое. все.